Привет, друзья, Миран на связи. В нашем сегодняшнем выпуске мы рассмотрим пару ништяков от лейбла Casus Belli Music, который уже подарил нам кучу крутого музла в лице Нидра и Априч, и я уверен, еще немало подарит в будущем. После появления Emperor в предыдущем выпуске Metal Music Madness, думаю, будет справедливо посмотреть какую-нибудь блэковую команду из наших мест. И сегодня этой командой станет тверская формация Huggle. Группу Huggle основала пара участников коллектива Dark Omen после распада последнего. Это были Swarm, гитарист, и Ashen, барабанщик. Swarm и по сей день является участником группы, и вообще он там самый главный. Пишет музыку, играет на гитаре, поет. Собственно, Huggle следует рассматривать именно как его детище. Кстати, Swarm был замечен еще в некоторых командах. Jur, Stella, Aria, свой электронный ambient проект. Однако самое известное его появление в роли барабанщика и вокалиста в группе Молот, чье название как бы намекает, что приставка NS перед BM тут явно неспроста. Вообще, участники Молот расстались со Свормом ввиду некоего конфликта, что огорчает. Сплоченность людей внутри музыкально-идеологических движений особенно важна. Ну, да ладно, всякое бывает. Тем более Swarm теперь активно развивает Huggle, ради которого мы здесь сегодня и собрались. Ну а сегодня мы рассмотрим два альбома этой группы и начнем с релиза 2011 года Irminsul. Альбом Irminsul интересен тем, что записан за 3 года до релиза в 2008 году. Но в глаза, в уши это не бросается абсолютно. Видимо, исходники были весьма качественными, так что микс получился вполне себе современным для жанра. Кстати, о жанре, да и о музыке в целом. Huggle следует маркировать не просто как black metal, а с приставкой pagan. И дело тут не только в лирике. Музыку Huggle отличает весьма интересный рифинг, свойственный как раз пагань BM-у. То есть тут не всю дорогу запиливается гитарное тремоло, а зачастую можно встретить рисунки с различными длительностями, паузами, что позволяет весьма успешно отличать одну песню от другой и даже запоминать гитарные партии уже при первом прослушивании. Альбом исполнен в виде обычного Jewel Case. На обложке видим тот самый Irminsul. Все оформлено со вкусом, в серых тонах. Текст читается трудновато, но секунд через 5 в принципе привыкаешь. Но в буклете палитра поцветастей, присутствуют тексты с переводами. Ну а в середине трек-листа на этом альбоме числится инструментал. И мне это кажется странным. Как будто его появление обусловлено просто тщетными попытками придумать текст. Вообще, написание инструментальных композиций – это такой челлендж. Можно вообразить себя крутым музыкантом и описать некие события только лишь звуками. И в таком случае название помогает уловить нить авторской мысли. Как бы без этого выглядели альбомы Animals as Leaders. Так что я бы обзывал как-нибудь треки и без вокальной составляющей. Так как-то поинтересней. Ну а после этого альбома процесс работы у Huggle, видимо, нормализовался, записи перестали подолгу пылиться в долгих ящиках, и уже в 2013 году свет увидел новый полновес – In the Hut. Альбом In the Hut стабильно продолжает начатое. Стиль тот же, концепты похожи, разве что качество сведения и скиллы музыкантов возросли.
Теперь Хагл находится в золотой середине между ритм-секция чересчур вылетает из сетки и чё-то слишком ровно, наверное, барабаны битые. То есть оголтелое выравнивание партии и погоня за точностью не убили экспрессию, не превратили музыкантов в роботов, и все зазвучало очень натурально и живо. А что у нас тут по оформлению? Обложка – дело рук Дарт Гэри. Он же рисовал ушкуйника для винила Априч. Да и вообще художник он знатный. Ну а само издание от Casus Belli Music – офигенский красочный диджипак. Внутри все так же тексты песен на двух языках и фотки, усиливающие природную северную атмосферу музыки. Моя единственная претензия к этому альбому кроется в первых двух треках. В интро мы слышим декламацию стихов на фоне дождя. А в открывашке «Шторм» под скримовый вопль из-под лоу-пэс фильтра вылезает сочная Рубилова. Отлично, слушатель заинтересован, нужно продолжать его удивлять. А вся лирика этой 5-минутной песни — это все те же стихи из интро. И сидишь такой: блин, где-то я это уже слышал. Так и заскучать недолго. И что мы имеем в итоге? Хагл – живой и искренний Пагань Блэк. 3 полновеса позади, но я уверен, еще много всего интересного впереди. Сейчас у них в работе клип и материал для следующего альбома. Так что, если они постараются, продумают концепт и не уронят планку записи, то есть все шансы на неслабое расширение аудитории. Если эта группа уже вас заинтересовала, заходите на сайт Casus Belli Music и покупайте их диски. А если хотите, чтобы мы рассказали о вашей группе, то пишите нам на почту или в личку. Ну и на ресурсы Metal Music Madness забегайте. Следите за новостями, не забывайте про наш концерт 25 апреля, ставьте лайки и рассказывайте о наших видео своим друзьям. С вами был Миран. До связи.